Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Банкноты и монеты. Это видео у нас будет о новом поступлении. Очень много чего уйдет в коллекцию. Несколько, вот буквально 5-6 последних посылок, которые пришли. Очень много банкнот. Изначально я их покупал для коллекции. И сейчас я вам покажу. Банкнота 5 песос Чили у меня есть коллекции UNC. Я попал на вот эту банкноту за какие-то сущие копейки в состоянии UNC, не мог пройти мимо. Банкнота красивая для начинающих коллекционеров, она классная и стоит там пару долларов, по-моему, если я не ошибаюсь. В прошлом видео я говорил, что я уже откладываю в сторону, не показываю вам то, что приходит. И то, что и банкноты из посылок, которые мы уже обозревали. Но это Новая Зеландия. Банкноты пользуются огромным спросом. И вот состояние получше есть. Скорее всего, я оставлю в коллекцию. А 2 доллара у меня в коллекции нет. Поэтому, скорее всего, вот они и уйдут с надрывами. Но что поделать. На данный момент я пока не готов выкладывать десятки евро за новую банкноту. Может быть, потом, попозже. Каймановые острова. Из той же серии. Но у меня есть она в коллекции. Это серия А. Я просто посмотрю, какая лучше. И даже, возможно, если та банкнота будет чуть лучше, я эту оставлю, потому что серия А. Я не знаю, может, для кого-то не имеет значения. Для меня имеет значение начальная серия, особенно А. Я люблю такие банкноты класть в коллекцию. Антильские острова, Нидерланды. Кто не знает, это находится на севере Южной Америки. Могу ошибаться, конечно. 1 гульден UNC. Это однозначно в коллекцию. Банкнота классная. Банкнота относительно дорогая. То есть в таком состоянии у нее хорошая ценность. Недавно мы обозревали 10 гульденов. Я их года полтора вообще не видел, эти банкноты. И тут, как говорится, мешок развязался. Одна за одной я начал выигрывать их и выигрывать за хорошие деньги. Я очень рад. В эти банкноты, вот эта банкнота. И давайте я сейчас сразу отберу, сразу, чтобы одну за одной вам показывать банкноты, которые я просто тупо покупаю. И давайте так, сейчас, секунду. Это именно будет фишка, вам бесплатный совет. Банкноты, которые я покупаю и не продаю. Это чистая инвестиция. В конце видео я объясню, почему я покупаю и не продаю. Вот, все, я отобрал. Сейчас будем подряд их обозревать. Итак, вот эти 10 гульденов. Если за хорошие деньги я нахожу, я ее просто покупаю и откладываю. Дальше. Полимер. 10 долларов Австралии. Вот с таким вот товарищем аборигеном. Серия АБ. Это тоже, ну, в данный момент у меня вообще такой банкноты нет, поэтому вот эта красота идет в коллекцию. Но, опять же, это банкноты покупаем и не продаем. Дальше, 50 крон. Ой, дай бог памяти, что это у нас, Швеция или что. Напишите, что это такое, я не помню, честно. У меня в коллекции есть такая UNC. И у меня было еще 2 банкноты, такие немножко уставшие, скажу честно. Я их поставил на аукцион, по-моему, за 16 или 18 долларов. И они просто сразу раз и улетели. Все. Я посмотрел по рынку. Теперь откупить достаточно сложно по хорошей цене. И спрос на них все-таки продолжает оставаться высоким. Поэтому я их просто выкупаю и все, и инвестирую в них. А продавать будем потом.
Мексика 50 песо с 1000, сейчас я вам скажу, 1972 год. 50 песо с 1972 год. У меня в коллекции есть. Вот такое состояние, оно примерно у всех. Это банкнота из той же серии. Я одно время их пару штук приобрел, и я думал, что я их дорого продал, потому что они улетели моментально. А оказалось, что ничего не дорого, потому что спрос на такие банкноты есть, а банкнот нету. 50 тысяч злотых Польша, 89 год. Банкнота относительно редкая. И цена на нее, соответственно, высокая. Поэтому, если у вас есть возможность за небольшие деньги, там до 10 долларов ее купить, однозначно ее купить и оставить в коллекцию и не трогать. До 10 долларов. 10 песо с Мексики. Я за этой банкнотой охочусь 2,5 года. И вот в таком состоянии я ее еле взял за 8 долларов. Вот, посмотрите. Она была сложена здесь, вот я не знаю, как почтовая марка. Ее сложили в 20 раз. Очень редкая банкнота. Очень-очень редкая. В основном они 20-25 долларов. Вот в таком убитом состоянии. Я эту взял за 8. Она однозначно уйдет в коллекцию. И, ну, прям, я не знаю, давайте запишем видео, пусть будет история. Пока я не наберу таких банкнот 10 штук, я не начну их вообще, в принципе, продавать. Потому что, ну, их вообще так тяжело найти. Банкнота в коллекцию. Это коммеморатив, памятная. Здесь вот Эдинбург написано, 1986 год. Могу ошибаться, я посмотрю, у меня в коллекции есть такая банкнота, но, по-моему, год, вот этот город, они, по-моему, не писали. Но я могу ошибаться, конечно. Банкнота очень пользуется популярностью, у этой состояние шикарное, поэтому, естественно, я ее взял. Дальше у нас, это у нас иены. Ну, многие спрашивали, почему китайские иены, если в Китае юани, а в Японии иены. Объясняю, это деньги времен Второй мировой войны, когда Япония оккупировала Китай. И там ходили иены в Китае. А вот юани. Примерно один и тот же, скажите мне. Или это юани, я уже запутался. Японские юани. Честно, я запутался. Ну, в общем, Япония, когда оккупировала Китай, она там свои распространяла деньги. И да, юани, получается, это китайские деньги. Но в то же время солнышко, то есть это юань, это китайское название валюты, а солнышко это именно японское, Япония. И вот видите, вот оно, одно и то же название. То есть это получается юани, а не иены. Ну я уже опять напутал все, что можно и нельзя. Вы напишите мне, подскажите. И остальным зрителям будет это интересно. Это 10 юаней, это точно. Это 10 юаней или йен уже, я не знаю. Так, нужно будет посмотреть. Эти деньги я тоже коллекционирую, но в зависимости от какого состояния. Китай. В прошлом видео я говорил, что Китай я коллекционирую потихоньку, по мере того, как я с ним разбираюсь. Потому что китайских банкнот очень много, таких, которые особо там никакой ценности не представляют, а захламлять коллекцию я не хочу. Тем более, что я в этом не разобрался. Вот, поэтому я вам скажу честно, я для себя определил период до Второй мировой войны. И именно Китай, именно китайские юани. И там я видел, что есть банкноты в хорошие деньги. Вторая мировая война и до Второй мировой войны.
Я вот потихонечку, вот так вот, я когда $1-2 нахожу банкнотку, я ее выдергиваю и потом с ней разбираюсь. Интересно, неинтересно, коллекционер, не коллекционер, что за история и так далее, и так далее. Ну, я действую по такому принципу. У каждого, знаете, в каждой хате по лопате, а у меня их аж 3. Вот. Венгерские форинты, ну, здесь не о чем говорить. Это просто классика. Вот эта серия, я уже много раз повторял, 500, 1000 форинтов, я не знаю, больше 1000 есть или нет, я не вникал. Я их всегда покупаю, на них есть всегда спрос, они у меня есть в коллекции. Я единственное, что из таких форинтов, я ищу 100 форинтов, которые как будто бы сильно распространены, но я сейчас вам не скажу по памяти. Там есть 2 года, которые очень-очень редкие и ценные. Я их пытаюсь найти. Там 100 с чем-то евро банкнота. В любом пока состоянии хочу найти. Ну, это года достаточно распространенные. 83-й, 75-й. Вы знаете, я уже даже, у меня была такая мысль попробовать их собирать погодово, но в хорошем состоянии, единственное что. Потому что там по Венгрии есть банкноты, которые вообще ничего не стоят, а есть, конечно, банкноты просто с сумасшедшей стоимостью. У меня просто не доходили руки, чтобы разобраться, клянусь. Хотя очень хочется, потому что не хочется продать дорогую банкноту за 3 копейки. Я реально вам говорю ситуацию, которая была. Я выставил лот 100 форинтов. У меня сейчас нет, чтобы вам показать. И там было много банкнот. И я поставил, думаю, да поставлю $50, там, кому они там нужны за такие деньги. А лот улетел. Оказалось, там была одна банкнота, которая стоила больше, чем 50 евро. Вот. И вся математика. Так что нужно будет разбираться. 10 дирхам, Арабские Эмираты. Обычно из обихода банкнота. Эта банкнота лично для меня примечательна тем, что, судя по всему, мало кто знает курс дирхамов Эмират. Данная банкнота, во-первых, она старая, она уже не ходит, вышла из обихода. Ну, а во-вторых, курс 3,68. Соответственно, 10 дирхам это как минимум 2,5-2,7 доллара. Я эту банкноту взял за $1. Я не знаю, почему люди даже не интересуются вообще, в принципе, курсом валют. Вот, на этой прекрасной ноте давайте будем заканчивать. Вы были на канале Банкноты и Монеты. Поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь обязательно. Я когда смотрю, что растет количество подписчиков, реально начинаешь рыть, искать время. Думаешь, люди же подписываются, нельзя людей разочаровывать. И я буду стараться вас не разочаровывать. Все, пока.